Дмитрию Custom Truck от Ромы, подписчика из Воронежа. Роману огромное спасибо, что заехал к нам в гости. К сожалению, меня не было, но в любом случае спасибо, что не забываете. Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Наш ЗИЛ-подводник сегодня продолжит нас радовать наверняка новыми сюрпризами. Хочу я разобраться с рулевым, как вы помните из предыдущей серии. Если вдруг не смотрели, то обязательно перейдите, посмотрите. У нас проблема какая-то с выворотом, то есть передняя ось не хочет поворачиваться под больший угол. Задняя ось вроде бы поворачивается, а передняя не хочет. Поэтому сегодня наша задача разобраться, попытаться найти причину этой ситуации. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти, спасибо, что ставите лайки и пишите комментарии. Это поддерживает нас в наших проектах и в нашей всей работе в гараже. Заваривайте чай, печенюшки, ну а я переодеваюсь и начинаем что-то мутить. Начнем мы с того, что попытаемся отключить переднюю рулевую ось от задней, потому что некоторые из вас в комментариях написали, что возможно где-то перепутаны шланги и они борются друг с другом две оси. После разъединения передней оси и задней у нас будет понятие, у нас клинит передняя ось поворотная, либо задняя. Так что отключаем. Чтобы разъединить, нам нужно вынуть вот эту рулевую тягу. Ну, здесь она удобно расположена, поэтому сейчас мы ее открутим, вынем, и нам будет понятней, что здесь происходит. Пришлось мне снять тягу, вон она лежит. Почему? Потому что она по-прежнему упиралась то сюда, то вскакивала, и других вариантов нету, потому что вот здесь труба достаточно узкая. Ну, она выкрутилась без проблем, эта тяга. Вот, но это все равно ничего не решило. Все-таки у нас проблема в передней оси. И сейчас нужно ее, я думаю, краном поднимем, вывесим и попробуем это сделать без нагрузки. Возможно, где-то что-то подклинившее. Вот, колеса спущенные, нагрузка большая, и он не справляется. Ну, это будет опасно. Возможно, наверное, все-таки я поставлю задние колеса. Мало ли что, если он полетит, чтобы хотя бы он на колесах был. ЯМЗ запускается, даже не надо заходить в кабину. Вот так. Поднимаем мордаху. Опускаем крюк. Вы все пишете, что нужно восстановить кран наш, мы обязательно займемся им. Обязательно. Надо чуть-чуть, наверное, на меня, да? А может и не надо. Наверное, не надо. Цепляем чалки.
Начали выворачиваться колеса, блин. То есть ему просто не хватало усилия. Скорее всего, не хватает вот здесь одного ремушка, и все должно поехать. Блин. Ну вот так все сложное, элементарно и быстро превращается в простое. Можно было и тягу не снимать, а просто его поддонкратить. Видимо, все-таки из-за того, что слабое давление в шинах, и он очень сильно уже влип в землю, видите? То есть за это время простое он просто въелся протектором. Скорее всего, из-за этого. Ну, что я хочу сказать. К сожалению, сейчас аккумуляторов нету, они уже на МАЗе. Надо аккумуляторы попробовать запустить, и мы увидим, что происходит. Пока у нас есть кран, и пока поднят ЗИЛ, я решил перекинуть колеса. Одно у нас колесо готово, а второе колесо нужно бортировать. Так что сейчас перекинем готовое, а там потом попробуем перекинуть одно колесо. Правда, я сегодня один, это будет создавать сложности, но попробуем. Пока снято колесо, у нас наконец-то есть хороший доступ и возможность посмотреть масло в редукторе. Возможно, после утопления эта машина полна воды. Мы это все обязательно проверим. Скорее всего, что там сухо. Ну, значит, сливаем масло. Посмотрим, что там нам сейчас польется. Немного воды и вот такая чача. Да. Главное, чтобы на магните не было стружки. Вроде нормально все. Ну, минимальное что-то есть. Наглядная работа трансмиссии бортовой ЗИЛ 4975-72. Вот так это выглядит, смотрите. Крутится либо левый борт, либо правый. Пока сливается масло, я займусь колесиком. Ну вот, колесо и готово. Процесс это достаточно сложный, но, честно вам признаюсь, я уже и в прошлых видео говорил, что вот эти колеса одни из самых простых для монтажа. Один с ним справляешься, ну, сложно, естественно, но смотря с чем сравнивать. Вот. Но, тем не менее, потихоньку можно сделать. Ну, теперь откручиваем переднее колесо, второе. Сливаем тоже с него жидкость, проверяем уровень масла и будем ставить. Вот это колесо у нас как раз таки переднее будет. Снял я колесо, обнаружил, что у нас есть болтанка рулевой тяги, причем с двух сторон, и здесь, и там. Но этим, я думаю, мы займемся уже чуть позже. Сейчас моя задача, коль у нас во всех редукторах чача некрасивая, мы зальем промывочное масло, чтобы чем-то промыть это все. Вот. То есть зальем масло промывочное, прокатимся и поймем, что нам еще нужно делать. Вот здесь его вообще нету, если что.
что-то не помогает. Ну, нету ничего. Вот. Так что хорошо, что занырнул. Обязательно проверяем все оставшиеся редуктора. Ну, пробил палочкой, поползла чача. Видимо, никто это никогда не обслуживал, и просто-напросто грязь вот села. Либо из-за того, что стояла, она села, неизвестно. Но я теперь понимаю, что нам нужно проверить обязательно все редуктора. В том числе и бортовые редуктора тоже. Ладно, пусть стекает. Сейчас в тот редуктор я уже могу заливать масло. Литр 100, согласно книге, входит в каждый вот этот колесный редуктор. Заливаем маслица, ставим колесо, потому что стремновато в такой ситуации лазить снизу. В пассажирский редуктор уже залил. Обычное вот простое масло. Опа, полное. О, через сапун поперло. У нас здесь нету шланга сапуна. А где он? А вот он. А у нас нету сапуна. Ну ладно, вот такие моменты, видите, выясняются, и это хорошо. Но эти все нюансы нас отдаляют от первого выезда, блин. Сейчас будем смотреть, что сюда надо. Вот, я так понимаю, такое я могу и не найти, специальный штуцер. Давайте посмотрим, что у нас в среднем редукторе. Вам же тоже интересно, как и мне. Тут, кстати, в порядке все. И жидкости достаточно, и воды чуть-чуть. Вот такая должна быть смазка там. Хотя ее, конечно, нужно будет поменять. Но мы все промоем, поменяем. Я думаю, все будет работать. Средний редуктор пассажирский. Чача вода. Ну, еще более-менее. Но здесь есть большая очень проблема. О! Ну, на таком, конечно, ездить нельзя. Есть проблема, есть другого плана, смотрите. Вот так ходит редуктор. Где-то он там открутился. Поэтому, я думаю, испытать мы испытаем, а вот сразу после испытаний нужно будет нам это все делать. Здесь делать, слева делать водительскую сторону, там нужно наконечники сделать. Ну и задняя шкварня, они тоже болтаются. Вот с этой стороны не так, хотя тоже есть болтанка. А вот с той стороны сильно болтается. Ну, работенки здесь много, но ничего не поделаешь. Потихоньку что-то мы придумаем. Ничего страшного. Ну что ж, здесь я все масло поменял, долил, закинул колесо. Сейчас хочу попробовать поджать вот эту тягу. Вот это поджалось. То есть сейчас у нас осталась болтанка вот там только. Стоит вот такой стопорок. Ну вот он, в принципе, обычный кусочек проволоки и несколько отверстий, видите? Вот, раз, два, три, то есть вот так вот вставляется туда проволочка, и все вроде типа должно работать. Ну, сейчас попробуем. Здесь я уже поджал, вон там сейчас нужно. Это я уже решил так, знаете, пока здесь все снято, попробовать. В любом случае, я хочу поехать испытать эту машину в болоте. Перед тем, как красить ее, хочу попробовать, как она поедет. Это очень важно. Мы заодно проверим все пониженные, все наши работоспособность механизмов, редуктора, все проверится. Вот, поэтому сейчас мы собираем, по возможности что-то подделываем и испытываем. А потом опять снимем колеса, все отмоем тщательно, очистим и покрасим. Еще буквально чуть-чуть прокрутился. Гаденыш, а?
Ну, болтанка чуть-чуть уменьшилась, но еще есть. Может, это фигня уже. Сейчас этого попробуем, что этот нам еще покажет. А этот легко крутится, блин. Вообще без проблем. И мысль возникла, сейчас выверну руль влево и, может быть, подлезу к Милуоки. Ну, по-настоящему его надо снимать, открутить, снять, погреть, попшикать ВДХой. И все должно получиться, потому что эти вещи сменные и должно все работать. То есть там на крайняк можно сухари, что-то под сухари подложить. Вот, так что, ну, наверное, пока что мы это оставим дело. У меня второе колесо. Вот здесь оно лежало. Друзья, я его чуть поднял. Думаю, что за фигня. А оказалось, оно полное воды. Вот я всю дорогу катил, и всю дорогу лилась из него вода. И там тоже эта вода с этого колеса. Оно было, я так понял, вообще полностью полное воды. И это натекло просто из-за того, что оно лежало вот на земле. Это ужас. Но, тем не менее, я его уже скинул, совладал. Сейчас зачищу все, как обычно. Все смажу, одену. Ну, вы уже все это видели, как это делается. Вот, так что сейчас часик, и будет готово колесико. Говорила мне мама: Дима, иди работать гинекологом. И руки в тепле будут, и спина не болит. Еще одно колесо готово к установке. Осталось еще одно нам перебортировать. За сегодня я смог перебортировать 2 штуки. Пока колесико там отдыхает, завтра Дима мне поможет его закинуть, я решил заняться сапуном. Как вы помните, у нас вот здесь проблема. Так, ничего не было. Вот такой переходник, это заводской переходник. Вот это я открутил с среднего моста, и он вот сюда вкручивается на этот шланг. Вот так это должно быть. Я же, коль у нас здесь шланг все равно поврежден, вот я его здесь отрежу, поставлю на хомуты. Давления у нас там нету, проблемы нету с этим. Одна лишь только проблема, что это может все уйти под воду, поэтому лучше здесь сделать как надо. Вот. Сейчас я это зажму. Здесь резьба, кстати, под конус. Вот. Так, как раз отлично. А сюда вставим кусок шланга, и все. И мне кажется, должно бы это работать. Сейчас отрежу здесь, замерю диаметр. И я думаю, должно бы все быть хорошо. И, кстати, ваш покорный восстановитель, специалист, сломал этот штуцер, который я снимал, чтобы попробовать выточить. В общем, нужно еще один такой какой-то колхозинг изобретать сюда. К сожалению, блин. На секунду расслабился, вот, ну, зажимаю, как обычно. Тах, готов. Ай-яй-яй-яй, Дима. Только что снял маленькое видео для наших зрителей на Бусти. Друзья, вы тоже не забывайте подписываться на Бусти. Огромная всем благодарность, кто уже подписан и поддерживает нас. Там вы сможете смотреть маленькие, коротенькие видосики. Каждые 2-3 дня я выкладываю о том, что у нас происходит здесь в гараже. Обязательно подписывайтесь на Бусти, там недорого подписка стоит. И будете получать доступ к уникальному контенту. А также основным сериям, естественно, без рекламы. Также хотел поблагодарить нашего подписчика
Павла Ермакова. Именно он подсказал, что эти наши шланги разборные. Как выяснилось, они действительно разборные, блин. Вот у них и верхушка крутится, но и низ разборный. Это позволяет просто заменить шланг. Такая конструкция просто бомбическая. Почему? Потому что она позволяет, возя с собой шланги на 10, в любой момент поменять любой шланг. Такая же система сделана на КРАС 255. Очень круто. Ну, не знаю, получится, как их запаковывать, но это крутая система. Так что со шлангами у нас проблем не будет. Павлу огромное спасибо. Он в нескольких комментариях пытался доказать нам это. Ему это удалось, и он был прав. Поэтому, друзья, пишите комментарии, не стесняйтесь. Я стараюсь по мере возможности их все читать. Смотрите, кто к нам приехал. Ой, что-то он привез нам классное. Привет! Что ты привез нам? Подарки от подписчика Ивана. Отлично. Нифига себе. Вот это он передал. Это все запчасти, друзья, на нашего мазурика крана. Как вы помните, у нас плывет вот этот вот цилиндр, и как раз Иван нам просто новенький подогнал. Крутяк, блин. Ивану огромное спасибо от души. Здесь также, я смотрю, вон фильтры всякие, вентиляторики, краны. Я думаю, это все нам очень-очень пригодится. А ты думаешь, Дима, как пригодится? 100%. Так что Ивану огромное спасибо от души. Утро следующего дня, друзья, и оно начинается, точнее, вчерашний вечер мой закончился с печальной новости. Что-то пошло не так. Я просто проворачивал редукторы, вот эти вот, ну, правой стороны. И у нас возникла проблема, что тупо заклинило колесо заднее. Просто в клине в конкретном. Я ничего не могу провернуть абсолютно. То есть, ну, может вот так вот, таким способом попробовать. Ну, это нереально. Вот я при этом беру за кардан, крутится. И этот вот редуктор, именно бортовой редуктор, все в норме. А колесный редуктор, который на колесе, он якобы типа заклинил. Причем это произошло на переднем редукторе. Вот, то есть я крутил за передний редуктор и заклинил вот почему-то задний. То есть что-то либо изнутри там поднялось, я не знаю. Хотя его крутили, тягали, ничего, никаких проблем не было. Но вот сейчас это заклинило так прямо намертво. В очередной раз ЗИЛ преподнес нам сюрприз, блин, просто не ждал. Я уже не знаю. Ну, ладно. Не будем расстраиваться. Лучше мы потеряем еще день, но первый выезд будет успешным. Что за бред? Он начал крутиться. Просто я вообще легонько. Что за хрень, блин? Ладно, сейчас краном подниму переднюю часть, и мы попробуем повращать всю ось. Либо может быть слить сейчас масло с него. Давай сольем масло, прежде чем его вращать. И может быть там что-то выпадет. То, что подняло вверх. Ну, я не знаю. Ну, что за бред, блин, сивой кобылы. Начал вращаться. Просто сейчас вращаться не дает переднее колесо. Оно на земле. Ладно, откручиваем, сливаем масло. О, пошло масло. Все нормально. Но есть маленький нюанс, который Дима заметил. Это потертость на редукторе и потертость на диске. Ну, Дим, мы могли когда снимать... А, типа по кругу? Снимали мы вот здесь. Вот наша съемочная. А вот это по кругу. Блин, неужели этот типа диск чуть-чуть другой, и оно подклинило? Неужели здесь такое расстояние минимальное? В общем, вот эта потертость нам интересна. Вот причина, скорее всего. И почему так? Непонятно. Хотя, видишь, здесь заводом выбрано на редукторе. Видишь, специально под эту тему. Ну, не знаю. Но это явно в этом причина. То есть не внутри редуктора все-таки клин, а именно клинит сам диск. Все, заливаем масло. Масло у нас промывочное. Специально, чтобы
промылись редуктора, а потом уже сольем его и зальем хорошее масло, которое положено по книге. Ну а сейчас наша задача выехать, попытаться испытать вообще, работает ли тут все, блин. Пониженное, рулевое. Вот это вот наша задача первоочередная. Да и вообще хочется на нем проехать и посмотреть, способен ли он передвигаться. Пока что мы упираемся во всякие приключения. Еще одна проблема обнаружена, блин. Вытекло масло вот из этого редуктора. Но там что-то мне пробка не нравится. Сейчас. И еще вот здесь наш вновь сделанный шланг, видите, чертится об диск. Тоже его нужно как-то перепаковать. Вот сюда надо, наверное, его пустить. Поэтому надо снимать опять колесо. В общем, будем работать. Масло залили в те два редуктора. Они сейчас стоят типа якобы готовы к выезду. Шланги мы решили пока что не делать. Вот эти сапуны. Это все нам нужно проверить, потому что очень много нюансов возникает вот во всех системах. А потом уже, когда мы его испытаем, проверим все, мы тогда займемся конкретно уже подкачкой шин, сапунами. И после этого поедем, испытаем его в болоте. Ну, такой план. Наверное, это будет правильно. Непонятно, откуда он текет. Лопнувший редуктор. У нас трещина в редукторе. Капец. Что делать? Ехать, чтобы разлетелся? Его заваривать надо. Ты подарил мне летом часики с секретом. Сейчас решили почистить, посмотреть, насколько здесь трещина далеко, глубоко. И можем ли мы вообще ехать. Просто, ну, блин, хотелось уже выехать, но я не знаю, это ужас. Вот оно начинается. Интересно, где заканчивается. Возможно, это из-за воды трещина, понимаешь? Вода была в редукторе и стояла там на морозе. Минус 30 в Мурманске, минус 40, блин. Ну, типа вот отсюда и до сюда, вот. Видишь? Такая трещина. Но мы ее заварим. Проблемы нету с этим. Но правильно ли ехать так, рисковать бортовым редуктором? Это, наверное, бред. Правильно ехать и рисковать. Куда нам? Нам нельзя спешить. Потому что если мы уложим этот редуктор, то его не найти. Ну, если и найти, то за безумно большие деньги. Принято решение все-таки не спешить, друзья, потому что редуктор для нас важнее. Да, мы можем выехать, но я не хочу рисковать. Здесь столько труда уже вложено, и попасть на редуктор, вы сами понимаете, будет нагрузка, неизвестно, чем это может закончиться. Поэтому все-таки мы откладываем наш первый выезд. Как бы не хотелось всем вам и нам, то в том числе, потому что я валяюсь под ним уже сколько, полгода, и никак не можем мы хотя бы чуть-чуть прокатиться на этой редчайшей машине. Поэтому буду как никогда вас просить поставить лайк и, конечно же, подписаться на наш канал, потому что нам нужна поддержка. Без вашей поддержки, ну, никуда. Ну, а следующий этап, который нам нужно сделать, это что я хочу. Запустить мотор, прокрутить редуктора, посмотреть в целом, переключаются ли у нас передачи, есть ли у нас повышенная, пониженная, ну и заодно помыть редукторы, коль у нас уже все сняты колеса, нужно это сделать. Опускаем его, спереди мы подложили запаску, 2 бруска мощных, сейчас опустим, и после испытаний нашей коробки раздатки мы будем уже разбирать редуктор и повезем его на сварку. Наверное, это правильное решение. Но правильное ли оно, вы обязательно напишите в комментариях.
безопасная ситуация. Но мы после испытаний мы поставим задние колеса, и все. И это уже будет безопаснее. Он никуда не денется, правильно, если будут задние колеса. Но здесь так нагрузочка, ого-го. Видишь, достаточно низко, неудобно будет с редуктором возиться. Решил я вам показать, как работает разборный шланг. Ну, мы его накручиваем якобы на раму. Да. У нас теперь есть сломанный сапун благодаря моему профессионализму. Зажимаем. Зажали. Якобы шланг установили на место. Потом просто вот так берем, откручиваем. Чик. Чик. Дальше можно крутить уже за шланг. Почти. Не суть, откручиваем. И, надеюсь, вынимаем. Я один уже сделал шланг. Ну, смотрите, как это работает. Вот, у нас остается только вот этот чопик и шланг внутри там. Он, кстати, видишь, там до конца, до самого. Потом нам нужно вынуть вот эту муфту. Опа. Вот. И вот такая муфта. Сюда мы вставляем новый шланг. Где он? Вот. Просто туда его засовываем. Это непростой процесс. Я его зажимаю в тиски, тут мучаюсь, но просто не буду вам это уже показывать. И потом обратно закручиваем. Сейчас я его засуну и вам покажу. Так, шланг я засунул. Вот, и потом его берем и закручиваем. Я его немножко спилил сверху, потому что невозможно засунуть его чуть диаметр побольше. И вот сейчас, благодаря конусу, который в конце нашей вот этой вот штуцера, он этот конус очень сильно там зажимает внутри шланг, и вся эта конструкция по идее работает. Ну, работает она или нет, мы проверим уже в ближайшее время. ЗИЛ наш мы выставили, он уже готов к испытаниям. Сейчас будем накачивать воздух, запускать и испытывать трансмиссию. Ну и таким образом собирается шланг, и в конце выходит вот такой новый шланг, по сути, который ничем не отличается. Вот. Посмотрим. Вообще тема очень крутая. И за это инженерам ЗИЛ огромный лайк. Нормально будет ходить. Жаль, что только на последнем штуцере я понял, что здесь резьба есть и резьба левая. Я пытался вкручивать правой резьбой резиновый шланг. Но неважно. Век живи, век учись. И все равно не научишься. Ну что, друзья, еще одна трещина. Офигеть. Вот это сюрприз, блин. Это сюрприз, конечно. Вот идет. Но она не течет. Возможно, она еще не полностью треснула. Ну что ж, сейчас мы хотим попробовать, мы установили шланги на раздатку и хотим попробовать сейчас запустить мотор. Проверить нашу раздатку, включить передачки, посмотреть редуктора, покрутить, чтобы вся у нас трансмиссия хотя бы крутилась. Но после этого будем разбирать редуктор. Вот, то есть другого варианта у нас нету, к сожалению. Ладно, в общем, сейчас мы прокатимся на ЗИЛе, но только на месте. Причем с опозданием, прикольно, слушай.
проверим шланги, которые ты прикрутил. Включилась! Нашли мы причину, вот этот шланг, он пропускает вот здесь, то есть надо здесь переделать, нормально сделать, поставить хороший шланг. Разбил. Мама! А это что такое? А почему здесь вода? Вода в иллюминаторе, потому что, блин. Здесь и подшипник смазывается, значит, этой смазкой редуктора, видимо, и... А, это вода из подкачки. И подшипник смазывается этой смазкой, и смазывается одновременно и редуктор. Такая конструкция. На YouTube не нашли видео мы по разборке редуктора ZIL 4972-75, так что теперь будет. Вопрос в том, понадобится кому-то этот обзор. Что-то ни хера, Дим, не хочет. Ну, ладно. Давай половиним его, может нам и снимать эту не надо часть. Но я хотел бы, конечно, вот долезть до подшипника. Вот, потому что нам, по идее, он должен корпус разбираться с подшипником. Так, конусок. О, это граверка. Опа. Штупитя. Дима, мы соберем потом это все? Теоретически да. Ну, теперь надо половинить корпус. А, Дим? Только гайку вот эту, наверное, открутить, правда? Это гайка, которая держит кардан. И можно пробовать его половинить. Мне кажется, ему ничего уже не будет мешать. Болты по кругу мы открутили. Сейчас откручиваем гайку привода. Есть. Ну-ка, пошевелим, кардан ходит зад-вперед. Что-то ходит, вот. Даже хочет уже выйти. Ну все, нам ничего не мешает попытаться постучать. И расколоть корпус. да. И это не шутка. У нас могут с этим возникнуть проблемы. Дима, что мы творим? Это ты понимаешь, что мы творим? Мы редуктор разбираем. Это просто уже дичь какая-то, блин. Да, чуваки. А у нас здесь, видите, какая проблема? Это мне нужно будет все болгаркой восстанавливать. Офигеть, блин. Ой-ой-ой-ой. Ну, ладно. Не надо паники. Мы это восстановим. Здесь и шестерня тоже такая подуставшая. Так, ладно. Сальник. Корпус Трещина. лопнутый. Трещина. Вот она.
красавица. Ну все, это надо отмывать и в сварку. Здесь у нас что-то, ага, резинка уплотнительная, пружинка поджимающая и сальник изнутри. Ну, сальник неплохой, вроде нормально все. Ну, хорошо, что он разобрался, это хорошо. Правильно? Здесь вот эта часть, получается, сидит на ступичном подшипнике, а эта верхняя сидит на двух подшипниках. Один у нас в корпусе, он там роликовый, а второй здесь на шестерне сидит. Вот. Вот такая нам нужна деталь. Ёптать нехай. И смотрите, народ, если будете разбирать этот редуктор, обратите внимание, что здесь вот шлицов нету, и этой частью туда становится, а где шлицы, сюда. Это вряд ли кому-то кроме нас пригодится. Точно такая же проблема с лопнутым картером редуктора у нас есть вот и на заднем редукторе. Вот она, поэтому тоже хорошо, что помыл, и выяснилась вот такая проблема. Тоже сейчас разбираем и тоже будем отвозить на сварку. Ну, идем по накатанной. По сути, сложного ничего. Все то же самое. Ну, это логично, конечно. Редуктора же одинаковые. Здесь, кстати, шестерня все в огне. Видишь? Эксплуатация без масла. О, здесь другая проблема. О, и вот. Так это может так надо. Ну, здесь, видимо, надо разбирать ее будет дальше. Чтобы посмотреть, что это вообще. Да. И тот редуктор тоже надо дальше разбирать, потому что там зажать надо эту крепление. А где болты крепления? Там. За шестеренкой. Да. А чтобы снять эту, нужно вот раскручивать тут, снимать ступичный подшипник. Но здесь хотя бы шестерня цела, и это уже хорошо. Это хорошая новость, в принципе, что здесь живо. Ну, корпус мы заварим. Сейчас моя задача будет это все отмыть и отвезти сварщику. На этой ноте, друзья мои, наверное, прощаемся. Сейчас я отвезу наши бортовые редуктора, крышки бортовых редукторов в сварку. Вроде бы человек согласился, заварит. Ну, надеюсь, там очень профессиональный сварщик у нас, Паша. Ему огромное спасибо, тоже часто выручает нас в любых заданиях. Вот, так что хотел я выехать, но сами видите, все идет не по плану. Поэтому загадывать мы больше не будем. Ну а в следующей серии постараемся собрать редуктора и выехать. Вам только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока.